Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, это канал о вязании. В этом видео я к вам опять со своими готовыми работами. Здесь вот такая вот у меня корзинка носков, но не только носки будут в этом видео. И я начну с того, на чем остановилась в предыдущих готовых работах. Это вот такие носочки из форза. Я напоминаю, что это у меня крючок. В предыдущем видео я показывала один такой носок. Довязала я второй, и смотрите, второй у меня получился немножко другой. То есть я здесь старалась как бы сделать его таким же, как первый. Эта пряжа Forza Forever, она яркой неоновой раскраски с такими цветными вставками. Я вам вставлю, наверное, вот сюда фотографию мотка и его номер этого цвета подпишу, потому что многие спрашивают. Мне вообще пряжа Forza нравится, ничего против нее сказать не могу, но я вяжу крючком, а при вязании крючком немножко плотнее становится само полотно, потому что кто-то пишет, что форза протирается, что, в общем, она не стоит тех усилий, которые на нее затрачивают. Я связала и относила целый сезон носки из форзы, и с ними все хорошо, все нормально. И вот эти носочки тоже из форза, форза Форео, которые имеют яркие такие неоновые расцветки. Первый носок я вам показывала в предыдущем видео. Вот эти вот полосы у меня вышли вот сюда, вот на отворот. Здесь получилась такая радуга, что с одной стороны, что со второй. И, конечно же, во втором носке я хотела получить тот же самый эффект, чтобы они были одинаковые. Но в мотке был узел, и поэтому у меня появился еще один участок цветных полос на втором носке. И он в этот раз получился на пятке. Мне кажется, это ничуть ничего не испортило. Думаю, ну и хорошо, так и оставлю. Вязала я по своему мастер-классу. Мастер-класс у меня как раз сделан из форза, и здесь размер носочков приблизительно 38. Данный мастер-класс из форза крючком вот этих носков находится у меня на бусте. Еще одна пара носочков в этой же технике поперечного вязания. Вот такая пестренькая пряжа здесь. Это Газал Happy Fit. Ну, специальная носочная пряжа. Здесь даже нарисован носок, и здесь состав 75% меринос и 25% полиамид. Эта пряжа потолще, чем предыдущая носочная пряжа, из которой я вязала. Ну, как бы потолще, потому что здесь на 100 грамм приходится 330 метров. Но эта пряжа мне преподнесла несколько сюрпризов. Так, характеристики с вот этой стороны. Вдруг кому-то тоже надо. Данная пряжа идет в таких пасмах. Я вставлю вам кадры того, как выглядела пряжа до того, как я начала из нее вязать. Там одна пасма, которая разделяется на две одинаковых пасмы по 50 грамм. Но, кстати, прокрашены они не одинаково. У меня не получилось два совершенно одинаковых носка. Я вообще не очень люблю такую вот меланжевую расцветку. Вот не фанат я меланжа. Он всегда ложится как бы одинаково, пестренько, ярко, что в свитерах, что в шапочках, да. И мне больше, наверное, нравится секционка. Но эту пряжу я взяла скорее за ее состав, чем за расцветку. Предыдущие расцветки у этой пряжи, которые были такие полосатенькие, яркие, мне нравятся больше. Но вот сейчас, в 2025 году, я не нашла таких в продаже. Не знаю, почему они так радикально поменяли свою палитру, но в продаже я нашла только вот эту меланжевую расцветку. Взяла себе такой желтый моток, связала из него носки, и, как я уже сказала, я брала эту пряжу больше за состав, но и за более-менее такую бюджетную цену, потому что из всей мериносовой пряжи, которая мне встретилась на маркетплейсах, у этой пряжи была самая доступная цена. Состав действительно хороший, на ощупь они очень приятные. Если у вас есть какие-то проблемы с кожей, знаете ли, с кожей стоп, вот как, например, у меня, то выбирайте меринос. Данные носочки можно носить на голую ногу, без каких-либо тонких хлопковых носочков. И именно так я и планирую их носить. Просто откажусь от тонких носков и буду носить носки из мериноса практически круглый год. Очень приятная на ощупь, и можно вязать из нее и шапки, и какие-нибудь плечевые изделия, если этого очень хочется. Теперь немножко про то, как я вязала. 330 метров в 100 граммах. И значит, эта пряжа должна быть толще, чем та же Форза или Супервош от Эльзе. Вот, к примеру, носочки Супервош от Эльзе. Здесь пряжа 420 метров в 100 граммах. А здесь 330 метров в 100 граммах.
Ну, я подумала: "Так, у меня уже есть мастер-класс, я уже все рассчитала на этом белом свете и буду работать по своему мастер-классу, да, для 420 пряжи, но прибавлю, точнее, наоборот, но убавлю несколько петель, потому что пряжа-то у меня толстенькая. Вот, ну и должно все получиться". Я сделала образец, и образец мне сказал как бы: "Не надо убавлять петли". Я думаю: "Ладно, сделаю тогда один в один по своему мастер-классу для вот этой вот 420 пряжи. Ну, будут чуть-чуть побольше, да, или там как-то в процессе пятку куда-нибудь смещу, чтобы все получилось". И знаете, когда я связала вот эти вот свои носки из более толстой пряжи, вот по этому мастер-классу, они у меня получились жутко маленькие. То есть не то, что вот на 38-й, там 37-й, 36-й размер, хотя пряжа толще, крючок тот же самый, петли те же самые, но у меня получился маленький носок. Ну, наверное, она скручена, эта пряжа, это меринос, да, сама вязка тоже очень коварная, очень эластичная, и она все время, чем больше полотно, тем оно более сжимается. Мне пришлось все распустить, и дальше я уже вязала, как бы исходя из своей первоначальной ошибки. Я набрала, наоборот, еще больше петель. То есть здесь у меня количество набранных петель отличается, наверное, процентов на 20, но здесь чуть-чуть вышел паголинок побольше, ну, я так и задумала. Вот, а в стопе, наверное, тоже здесь у меня на 6 петель больше, чем вот в этой. И это удивительно, да? Но я думаю, что это все из-за пряжи, из-за мериноса, из-за того, что она скручена. Она скручивается, и поэтому она сама по себе сжимается. И это даже видно по ширине. То есть здесь количество рядов я сохранила, я увеличила только количество петель, да, и он уже вот так вот, носочек, да. Он, конечно, тянется по ноге, все сидит хорошо, все красиво, но вот в сжатом состоянии получается вязка уже, чем из более тонкой пряжи, да, на на одном и том же числе петель и числе рядов. И вот такие получились у меня носочки, пестрые, цветные, симпатичные. Но, наверное, в следующий раз, когда я решусь вязать из этой пряжи, я уже буду брать не меланжевые расцветки. У нее также есть сестра-близнец, где просто однотонные расцветки, то же самое качество, но они идут уже не в пасмах, а в моточках. В моточках по 50 грамм. И, наверное, я в следующий раз буду вязать из моточков по 50 грамм, потому что меланжевая расцветка, честно, не мой фаворит. Дальше я хотела спросить у вас и порассуждать на тему продажи таких носков и вязания, допустим, не на заказ, но, может быть, на заказ, вязание на количество, на наличие таких носков. Вот если вы вяжете носки на наличие, продаете их, может быть, на ярмарках, может быть, как-то в интернете, скорее всего, спицами, да, то мне просто интересно, взяли бы вы себе в репертуар вот такие носочки крючком. Из их преимуществ. Какие у них преимущества? Ну, во-первых, это безумная какая-то эластичность. Они никогда не болтаются по ноге, они всегда плотно облегают ногу. Также вот эта вязка крючком, она дает, видите, она как бы трехслойная получается, то есть здесь более теплое полотно, ну, более плотное, соответственно, более теплое. За счет того, что если петля в спицах, она лежит вот так, да, то есть петля к петле, и получается однослойная вязка. Здесь вязка как бы трехслойная, потому что петля здесь стоит вот так вот на ребре. У нее получается дальняя дужка, передняя дужка и вот эта вот перемычка. Сразу 3 нитки э, создают эту поверхность. И здесь, соответственно, и пряжа уходит больше на такие носки, и, соответственно, времени уходит больше на такие носки. Вот я посчитала носочки спицами, я могу связать пару за вечер, да. А вот носки крючком, как бы я ни старалась, даже если я беру пряжу чуть потолще, а в итоге она требует большего количества петель, значит, она требует опять больше работы. Получается, у меня в день, за целый рабочий день, у меня получается только один носок. То есть на носки крючком нужно в 2 раза больше времени, больше пряжи, но при этом вот мне кажется, они фотогеничнее. Не хочу никого задеть, никого обидеть, но вот мне кажется, такие носочки крючком просто как-то безумно фотогеничны. И, допустим, их не надо сушить ни на каких блокаторах. Для них этого не требуется. Я просто сушу, просто их
раскладываю на батарее, они высыхают, и они уже фотогеничные, они уже красивые, они уже стройные. И вот у меня вопрос: если вы вяжете, допустим, носки на наличие, то при всех своих вот этих вот минусах стали бы вы вязать такие носки, когда носки спицами связать в 2 раза быстрее, и на них уходит меньше пряжи. Вот. Если вы занимаетесь таким видом деятельности, то я с удовольствием почитаю ваши комментарии. И следующая пара носочков — это опять крючок, опять меринос. И у этих носочков есть такая предыстория. У них даже есть как бы предварительная жизнь. У меня были носки спицами, я вам их показывала в одном из предыдущих видео и говорила о всех недостатках, о том, что мне не понравилось, как я их связала. Там была пятка бумеранг, в которой, естественно, у меня были отверстия, мне не понравился мысок, и резинка была 1 на 1, и она, ну, эта пряжа не держит эту резинку 1 на 1. Я взяла спицы, которые толстоватые для этой пряжи, их нужно было вязать либо на двоечке, либо, может быть, еще на меньшей спицы. Ну вот что вышло, то вышло. Относила я те носочки 2 сезона, и они меня, честно, стали бесить. Ну, то есть эта резинка, она до того расхлябалась, что я решила, нужно их перевязать. А носки я уже носила к тому моменту 2 сезона. Но пряжа хорошая. Там меринос, 25% нейлон. Это была пряжа от Knit Pro. Стоит как крыло от самолета, и поэтому я решила, я ее распущу и свяжу крючком. Я пряжу распустила. В том месте, где была пятка, она, естественно, свалялась. Но и там я тоже все распустила, хотя думала, что этот кусок придется вырезать. Но нет, он распустился, но в этом месте пряжа стала такая, знаете ли, на букле похожая. Ну и ладно, подумала я буду вязать носки себе, господи, мне пойдет. Вот, и у меня был еще белый пробничек этой пряжи. Я добавила к тому, что у меня получилось, вот к синему, к этому зеленому добавила еще белый. Вот так вот скомбинировала. Здесь опять интарсия, здесь комбинирую полоски и связала эти носочки крючком. Те места, где вот пряжа была такая уже бывшая в употреблении, вот это вот букле, они вот их видно, да, видно здесь, что пряжа идет такая уже неровная. На одном носочке и вот на втором. Но тем не менее, за 2 сезона носки пряжа не протерлась, она не стала тоньше, она, наоборот, в тех местах стала толще. Естественно, все вот эти катышки, свалявшиеся какие-то места я поудаляла. Вот. Ну и вот что вышло. То есть были носки спицами, стали носочки крючком. Вот такие вот они. Если что, то я уже сказала, это я вяжу себе не в подарок, не на продажу. Я считаю, что себе так можно. Следующая пара — это Alize Artisan, по-моему, так. Цвет фуксия, опять-таки, как выглядел моток, номер цвета, все подрисую. Здесь та же самая вязка, тоже размер 38, но вот из этой пряжи, из Alize, у меня носочки получаются чуть короче, чем из Форза, и это вообще для меня загадка Форза. То есть так-то они одинаковые, вот сейчас они одинаковые по длине стопы, но я здесь набрала большее число петель. То есть Форза для меня получается самая длинная пряжа. Из этой пряжи получаются самые длинные носки. Именно в технике вот этого поперечного вязания крючком. То есть для того, чтобы сделать такой же размер, как в Форзе, я здесь набрала, по-моему, на 2 петли больше. И тоже приблизительно у меня 37 размер. Здесь и та, и другая состав — это 75% шерсть, 25% нейлон, как бы все идентично. Метраж, вес — все одинаково, но вот артизан у меня получился чуть короче. Ну, наверное, просто потому, что артизан — это такая чуть пружинистая пряжа. Следующая пара — это носки спицами. Это опять Alize Wool Time. Она толстенькая, 200 метров здесь, в 100 граммах. Я вот все пытаюсь как-то из нее связать носочки спицами, но мне в моем исполнении они не очень нравятся. Размер здесь тоже 38, может быть 39, но смотрите, крючком у меня
Да, поменьше получаются, и они поуже. Но крючок, он безумно вот в этой вязке, он просто очень-очень пружинистый. Спицами, конечно, носки тоже тянутся, но видите, я даже не тот, не та амплитуда растяжения, да, хотя носки спицами изначально как бы шире. Ну, вот такие вот носочки спицами. Просто показываю вам, что спицами я тоже иногда вяжу. Сразу скажу, мастер-класса на спице у меня нет, их достаточно, мне кажется, и без меня. И мне пока не очень нравится то, что у меня получается в спицах. А дальше вернемся опять к форзе. И это тоже форза Forever. Здесь немножко другой оттенок. Здесь такой он зелененький, зеленка, прям изумрудный. И здесь вот эти вот линии, они не такие яркие, как в предыдущем фиолетовом цвете. Я уже на этой паре совершенно не подбирала полосы. Мне показалось, будет и так красиво. Как легло, так и легло. Немножко они помялись. Вот смотрите, это зеленый. И опять для сравнения покажу вам свои фиолетовые. В фиолетовом цвете вот эти вот цветные полосы намного ярче. Здесь цвет такой приглушенный. Так, это опять Forza Forever, я вам это сказала. Вставлю, как выглядел цвет, вставлю его номер, связанный тоже крючком. Тот же самый мастер-класс и приблизительно, наверное, здесь размер 40-41, но они тоже не широкие, скорее на такую женскую ножку. Сейчас напишу, что на мужской на меня девчонки обидятся, скажут, у меня тоже 40, а вы тут пишете. И говорите, нет, это на женский 40 размер, потому что они достаточно узкие, хотя, опять-таки, при этом супер просто растяжимые. Естественно, из-за того, что такая резинка, они очень хорошо сидят, никуда не сползают, не съезжают, там не сваливаются, ничего такого с ними не происходит. Мне даже в одной соцсети кто-то написал на эти носки, по-моему, в ТикТоке, что: «Ой, какие классные носки, смотрите, можно вязать носки и без резинки». И я в тот момент подумала: ладно, не буду поправлять человека, просто человек не разбирается в вязании, и ему кажется, что это носки просто гладью без резинки, хотя здесь сами носки, они все одна большая резинка. В общем, вязала я эти носки тоже по своему описанию, и это где-то размер 40. У меня по этому описанию, по этому количеству петель я связала одну пару из форза и несколько пар из другой пряжи. И самое удивительное, что я поняла про эту пряжу, про форзу. Сейчас я вам расскажу. Даже не сколько удивительно, а просто то, что для меня оказалось неожиданным. Смотрите, вот у меня такие же очередные носки, тоже связанные. Это Нака Бохо. Давайте я уберу. Один носок от VT Ocean, второй нет, поэтому вы не обращайте внимания, что он такой, знаете ли, неровненький. Это я сделала специально для наглядности, чтобы показать вам. Нака Бохо, 75% шерсть, 25% полиамид. И здесь по характеристикам, здесь в одном мотке 400 метров 100 грамм. То есть, по идее, опять-таки, пряжа должна быть толще, чем форза. Форза 420. Она должна быть таким толстячком. Ну, не сильно, но чуть-чуть. Но и она на самом деле, сама ниточка чуть-чуть, прям на какой-то микрон потолще форзы. Но носки связаны одинаково. То есть здесь одно количество петель. Одно количество рядов. Абсолютно одинаково сделана пятка на одном и том же числе петель и числе рядов. И смотрите, что я получаю. Что форза, носки из форзы, они вот здесь на сантиметр длиннее, ну не на сантиметр, на 7 миллиметров. И здесь длиннее. То есть вот эта пряжа, опять-таки, она толще. И по всем законам вязания на том же самом номере крючка, на бохо толще, на ней должны были получиться большие носки. Но носки большие получились из форзы. Вот я не знаю, в чем здесь причина. Видимо, опять-таки в скрутке. То есть от того, что форза, она практически, ну, она как бы рыхленькая такая пряжа, она вот плохо скручена, она не пружинит сама по себе. А вот эти скрученные пряжи, они как бы как резиночка. И, видимо, из-за того, что это такая, ну, скрученная пряжа, сама петля в ней немножечко уменьшается, и получается сам носок чуть меньше, чем такой же, ну, из форза. То есть это самая длинная пряжа, но она выдает самые длинные носки. А эта пряжа будет покороче, но на ней носок короче. Ну, а меринос, который я вам показывала, да, там вообще 330 метров. И там мне пришлось очень сильно увеличивать
число петель в наборе для того, чтобы просто связать свой 36 размер. Если бы я по тому расчету связала бы из форзы, здесь, наверное, был бы 46. Я не знаю, ну, в общем, это какие-то чудеса, что вот форза дает самые длинные носки. И в плюс еще форзы скажу, что из нее вязать легче всего. Вот именно в этой технике, когда надо подцепить дальнюю полупетлю, из-за того, что пряжа не пружинит, сама по себе петля не уменьшается. И вставить в дальнюю полупетлю крючок легче. Сложнее всего это было делать на мериносе. Там я прям помогала себе пальцами. И представляете, каждую петлю оттягивать пальцем. Да? То есть это дополнительная работа. Ну ладно, хватит про форзу. Теперь про накобоху. Я уже сказала, что вот этот носок прошел в ВТО, этот носок не прошел в ВТО. Здесь, наверное, размерчик у меня, ну, 38-39, скажем так. В ширину я здесь прибавляю относительно своего 36-го у меня на один ряд больше. Вот этот вот полный ряд сверху добавлен и полный ряд снизу. То есть получается чуть больше, чем я вяжу на свой 36-й. Мне, в принципе, накобоха понравилась. Правда, когда я ее вязала, мне она казалась немножко такой жесткой. Вот прям жесткой. Иногда я вытаскивала такие волоски, которые были прям похожи на леску. На тонюсенькую такую леску. Я уже думала, ну, наверное, не знаю, будет что-то очень жесткое, не знаю, как это носить. Но в итоге я их постирала. Вот один носок у меня постиран, и с ним все хорошо. На голую ногу, наверное, не надену. Ну, точнее, это вообще я не себе вяжу, да. Но я думаю, человек, который будет носить их на хлопковый тоненький носочек. Хотя не знаю. По толщине, да, это все-таки получилась такая толстенькая поверхность. Потолще, чем из форза. Не такие они тоненькие, хотя при этом поуже немножечко. И вот носок, который еще не прошел ВТО. По размеру, ну, не меняет пряжу. У меня, если честно, ни одна пряжа после стирки, после ВТО, ни один носок не стал ни больше, ни как-то сильно меньше. Ничего не происходит, поэтому расчет можно делать на, как бы, я имею в виду расчет плотности, можно делать на образцах, которые не прошли ВТО. Вот так вот я для себя решила. И, наверное, из накобоху я свяжу еще что-нибудь. Мне, в принципе, эта пряжа понравилась. Ну и еще один вариант. Это третий вариант. Это Аделия Джейк. Я уже вязала из этой пряжи такие оранжевые укороченные носочки с колоском посередине. Я надеюсь, вы видели это видео. И там как-то вот именно оранжевая расцветка мне показалась сестрой-близняшкой Форзы. Я когда вязала, не нашла между ними отличий по своим тактильным ощущениям. И я тогда подумала, наверное, вся носочная пряжа такая, на ощупь ничего в ней не может быть другого. Вот. А потом решила связать из этой пряжи еще носок. Уже не укороченный, уже полноценный. Здесь тот же самый расчет, что и из форзы вот этой вот зеленки. Кстати, зеленый очень линял, но линял именно при стирке. Руки не красит. Не знаю, покрасит ли одежду или нет, но зеленый цвет в воду отдает очень активно. Это я забыла сказать, когда вам показывала эти носки. Итак, здесь тот же самый расчет, что и в форзе, и здесь тот же самый эффект. Это Аделия Джейк. В ней тоже 400 метров на 100 грамм. Это китайская пряжа. Там написано, сделано по австралийскому, на австралийском оборудовании. Вот видно, да, что Джейк тоже короче, ну, на какую-то каплюсечку. И по длине тоже короче. То есть Джейк приблизительно одинаково по плотности и по работе. Это как накобоха. Но у них очень разные тактильные ощущения. Мне очень понравился вот именно эта белая расцветка Джейк. Она какая-то вот прям самая приятная. Не меринос на ощупь, нет, но она приятнее. И вот именно как будто бы какая-то, ну не то что гладенькая, но такая самая мягонькая. То есть из нее я когда вязала, я сразу поняла, что эти носочки будут мягкие, что их будет приятно носить. Это, конечно, была не накобоха, которая со своими пластиковыми вот этими вот какими-то вставками, колючими нитками. Это намного приятнее, такая вот как, ну, не вата, ну, в общем, не меринос, но что-то среднее между просто пряжей и мериносом. Очень приятный на ощупь, мне очень понравился именно вот этот вот белый цвет в такие крапинки. Пока у меня носочек один,
Он еще не прошел ВТО. Я, если успею, свяжу второй и тоже вставлю в это же видео, как выглядят 2 носка из Джейка, уже как бы отВТОшенные. Довязала здесь второй носок, и здесь в мотке был узел, поэтому у меня на первом носке узор лег вот в такой вот узор, а на втором носке крапинки легли хаотично. Я, конечно, предпочитала бы, чтобы на первом носке крапинки легли хаотично, но так уж получилось. Знаете, я, бывает, читаю отзывы о пряже, и люди пишут: в мотке был узел. А им в ответ производитель или магазин пишет: узел не считается браком. Ну давайте честно, это только для производителя. Узел не считается браком. Для вязальщиц узел в мотке — это брак. Потому что я и покупаю специально моток или пасму. Вы можете просто нарезать пряжу на 10 сантиметров и всех связать узлами и говорить: это не считается браком. Узел — это брак. Но несмотря ни на что, все узлы я спрятала, стыки замаскировала, и вот такие чудесные пятнистые носочки в крапинку у меня получились. Их можно носить и так, можно сделать небольшой отворот и носить с отворотом. Смотрится очень красиво. А дальше не про носки. У меня связался вот такой вот берет, и у меня есть видео на канале об этом берете. Мне уже даже многие девчонки прислали фото отзывов, как они навязали такие береты по моему мастер-классу. И поэтому я тоже решила в свои готовые работы вставить этот берет. Я в итоге по краю все-таки добавила здесь резиночку 2 ряда. И вот здесь вот я вставлю вам свой короткий шортс, как этот берет смотрится на голове. Мой фаворит ношения такого берета — это будет последний вариант. Там, где я делаю такой небольшой подворот вовнутрь, мне кажется, смотрится лучше всего. И в комплект к этому берету я связала вот такие митинги. Да, уже вроде бы как бы не сезон, уже все, наверное, вяжут сумки, кофточки. Вот, а я все вяжу какие-то теплые вещи. Митинги тоже есть на моем канале. Там 2 просто каких-то безумно длинных видео. Отдельно правое, отдельно левое. Естественно, никакому алгоритму "Ютуба" эти видео не нужны, но, поверьте, я потратила на них достаточно много времени, потому что решила заморочиться и решила все пошагово, подробно расписать. Хотя вяжутся они приблизительно одинаково, что правое, что левое, просто они вяжутся зеркально. Вот такие получились у меня работы на этот раз. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Пишите комментарии, что вы про это думаете. Заранее спасибо за ваши лайки. Спасибо, что смотрите мои видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.